Распаковка. И снова здравствуйте. Господа и дамы, если дамы вообще интересуются комплектующими, приглашаю тебя вместе со мной взглянуть краешком глаза на этот чертов Full Tower 1950 года выпуска, естественно. Почему чертов? Да потому что лично мне сложно назвать это компьютерным корпусом. В общем, не будем тянуть енота за хвост. Let's go. Итак, первое, что нас встречает в этой трехкомнатной картонной квартире, это еще одна квартира, только уже для какого-нибудь питомца, которую мы рассмотрим в конце. Давайте уже скорее доставать этого демона Толика. Сверху, наверное, он не выглядит каким-то огромным, но, думаю, по вступительным кадрам, в которых было легкое сравнение, думаю, примерно размеры понятны. Внешний вид. Сверху мы с вами видим, что имеется фильтр на магните по периметру и кнопка включения для людей, у кого большие пальцы. В общем, попасть в нее легко, и не только пальцем. Проверял. Далее фронтальная часть, которую, чтобы снять, нужно потянуть за скошенный уголок внизу. Здесь же за защищающей дверцей скрывается 4 USB 3.0, выбор режима подсветки, цвет, перезагрузки, Type-C и смешанный аудиоразъем. Теперь задняя часть корпуса. Здесь можем наблюдать, что блок питания располагается вертикально. Также есть возможность установки двух блоков питания для ваших будущих 5090 Ti Quattro Sport Turbo компрессор. Снизу на ножках имеются резиновые проставки, скользить на вашем мраморном полу не будет. Также имеется замечательный фильтр на всю длину нижней части, который, чтобы достать, к сожалению, нужно снимать фронтальную крышку. Если же у вас сломалось сито для просеивания муки, можно без проблем использовать данный фильтр. Разбор. Начнем с передней панели. Как уже говорилось ранее, снимается она за срезанную боковину, ибо снизу крышка плотно касается пола. Снимается без каких-либо усилий. Можете наблюдать, что из места, где будет происходить засос воздуха, имеется сетка для гамака. Это значит, что питомец будет очень рад с ней поиграть. Держится на пластмассовых крепежах. Далее переходим непосредственно к фронту скелета. Имеем отверстие для пенетрации или же, как я понял, удаления воды, если вы собираетесь использовать кастомную воду. Ну и, конечно же, замечательный фильтр, такой же, как и в нижней части корпуса. Снимается за небольшой язычок. Для снятия стекла требуется выкрутить два неслетающих винта и потянуть за небольшую ручку. Стекло снизу имеет два направляющих, которые вставляются в пазы на корпусе и замыкают всю эту цепочку в зацеп в передней части стекла, который въезжает в выпуклость передней части корпуса. Аналогичная ситуация и с другой стороны. Также на другой стороне имеется два фильтра для боковых вертушек или СЖО и для блока питания, оба на магнитах. Внутрянка. Залетаем во внутреннее пространство и летим по порядку. Значит, верхнее пространство под прокладку кабелей завальцовано, ну и достаточно большое. Имеется предустановленные стендоффы под ATX формат платы. Ну, наверное, так уже везде, в принципе. Пространство для подключения кабелей сбоку материнки имеет прорезиненные мякушки.
Боковая часть для установки систем охлаждения имеет заглушки на всю длину. На каждую можно установить по одному 2,5 дюймовому диску. Как мне показалось, снимаются они слегка неудобно, честно говоря. После съема некоторых заглушек получаем доступ к установке охлаждению. Ах да, забыл упомянуть, что этот здоровячок имеет место для установки ETX платы, но как прокладывать боковые кабеля, вопрос, конечно, интересный. На вертикальном кожухе блока питания имеем немаленькие отверстия для прокладки кабелей в нижнюю часть платы и питания для графической карты. На задней стенке расположены многоразовые заглушки PCI-Express слотов. Также имеется место для установки карты вертикально, вдушенничая каким образом. На задней стенке кожуха в верхней части имеем ленту-подсветку, которую можно достать, либо просто не подключать. Спускаемся еще ниже. Также имеем прорезиненную дырочку для прокладки кабеля либо второго блока питания, или же второй системы формы Mini ITX. Чтобы установить блок питания или же Mini ITX систему, нужно демонтировать крышку с задней стенки корпуса. А в нижней части для установки какой-либо системы охлаждения имеется съемная пластина, что несомненно плюс. Вот и подробная информация с установкой разного вида охлаждения. Далее сторона с кабель-менеджментом. Забыл, кстати, упомянуть об отверстиях сбоку для прокладки кабелей вертушек, или же помпы. Для прокладки кабелей вместе кабель-менеджмента имеются стяжки на липучках. Также не забываем про 3 быстросъемных кронштейна по 2,5 дюймовые диски. Места для прокладки кабелей, а также доп. Стяжек достаточно и даже более чем. Еще в наличии съемная крышка, которая закрывает всю волосню, торчащую из блока питания. И еще одна стяжка-липучка, спрятанная под крышкой. Вот и LED-лента, вид сзади. Конечно же, не забыли про мякушки для блока питания, он ведь тоже хочет уюта. Крышечка туговато, честно говоря, снимается. Думаю, просто нужна смазочка. Снизу мякушки или же виброгасы для БП также имеется. Уют ведь должен быть со всех сторон. DLC. Ну что же, вот и он, бокс с DLC. Собственно, вскрываем. Первое, что имеется, это контакты компании, и, конечно же, инструкция, куда же без нее. Далее, кронштейн для второй системы Mini ITX. Далее, в zip-пакете находится подпора для видеокарты, которая устанавливается над блоком питания. Это мы непосредственно на стриме посмотрим, как это все происходит. Заглушки для Mini ITX системы. Вроде бы 6 стяжек, если я правильно посчитал. И пластмассовая наклейка с логотипом компании. Собственно, все вышеперечисленное было спрятано в кронштейне для жестких дисков, которые можно друг на друга натянуть. И дабы не соприкасался металл обоих, каждый имеет мякушку на ножках. Нормально, по кайфу, чё. В следующей упаковке вместе с кронштейном имеется крепление для вертикальной установки видеокарты. Но отдельно нужно докупать райзер, естественно. Собственно, вот так они сливаются. По бокам, кстати, имеется виброгаз. Также легко снимается. В следующей упаковке с жесткими диском имеется бокс со всякими ништячками, дополнительные стендофы, крепления для жестких дисков, виброгасы для второго блока питания, собственно, и так далее. И в последней же упаковке остается только кронштейн.